Раненый волк привел старика к избе. Тайна внутри потрясла его. Волк оказался началом великой тайны. Именно этот раненый волк вывел старика к избе, где его ждало страшное открытие. В северной деревне, затерянной среди бескрайних лесов, жил старик по имени Степан. Людей здесь с каждым годом становилось все меньше. Молодежь уезжала, дома пустели, а улицы все чаще наполнялись тишиной. Степан давно привык к одиночеству. Его дни проходили спокойно. Утренний чай, неспешная работа во дворе, редкие разговоры с соседями. Но однажды в его жизни появился тот, кого он совсем не ожидал увидеть рядом с собой. Поздней осенью, несколько лет назад, Степан отправился в лес за хворостом. Уже начинало смеркаться, когда он услышал слабый, хриплый вой. Старик пошел на звук и вскоре увидел молодого волка, попавшего в капкан браконьеров. Зверь был изранен и едва дышал. Их взгляды встретились, в глазах волка не было ярости, только боль и страх. Степан понимал, что рискует, но не смог уйти. Он осторожно освободил зверя, стараясь не делать резких движений. Волк попытался отползти, но сил почти не осталось. Старик принес воды, оставил кусок мяса и ушел, не пытаясь приблизиться. Несколько дней подряд он возвращался на то место, оставляя еду и проверяя, жив ли зверь. Постепенно волк окреп и однажды исчез. Казалось бы, на этом история закончилась. Но через какое-то время Степан стал замечать его снова. Иногда волк появлялся на краю поляны, иногда стоял неподалеку от деревни, скрываясь среди деревьев. Он не рычал, не подходил близко, не проявлял агрессии, просто смотрел. Между человеком и зверем возникло молчаливое понимание. Они не были друзьями в привычном смысле, но их связывало нечто большее – память о спасенной жизни. Прошло несколько лет. Однажды ночью Степана разбудил знакомый вой. Он звучал тревожно, настойчиво, словно звал за собой. Старик выглянул в окно и увидел волка у ворот. Тот стоял неподвижно, а затем медленно направился в сторону леса, оглядываясь. Степан колебался, но сердце подсказывало – это не случайность. Он накинул куртку, взял фонарь и пошел следом. Дорога оказалась длинной. Волк вел его все глубже в чащу, пока они не вышли к старой заброшенной охотничьей избе на поляне. С виду она была пустой и давно покинутой, но из трубы поднимался тонкий дым. Дверь оказалась закована цепью снаружи. Сердце старика забилось чаще. Он подошел ближе и услышал приглушенные голоса. Детские. Внутри кто-то плакал, Степан быстро понял. Здесь происходит что-то страшное. Он поспешил в деревню за помощью. Когда люди и полиция вскрыли избу, внутри нашли двоих похищенных детей. Оказалось, что их держали здесь временно, собираясь передать преступникам. Банду задержали, а волк исчез. С того дня его больше никто не видел, будто он выполнил свою миссию и ушел обратно в лес. Иногда по вечерам Степан выходил на крыльцо и долго смотрел в сторону темнеющих деревьев. В памяти всплывал тот первый осенний вечер, капкан, раненый зверь и глаза, полные боли. Он спас волка, а спустя годы волк спас людей. И в этом было что-то большее, чем случайность. Это была тихая, негласная благодарность дикой природы человеку, который однажды не прошел мимо чужой беды. Порой добро возвращается самым неожиданным образом, даже если приходит к тебе на 4 лапах из глубины темного леса.